Мыслеформа искажения. 12 мыслеформ нануков. Возлюбленный восходящий человек. Очень многое раскрывается в связи с глобальным восхождением Земли, что в свою очередь приводит нас к передаче сообщений. Передаваемая информация затрагивает все вознесение Земли и каждого существующего вида, наряду с вашей Солнечной системой. Тао рассматривает Землю в качестве хранителя записей согласованной реальности. Каждая согласованная реальность в Тао проявлена с исключительной целью, и наша цель состоит в том, чтобы сохранить записи. В записях, недавно раскрытых в структуре почвы Земли, раскрылась информация не только по проблемам в вашем творении, но также по проблемам в Великом Центральном Солнце. Данные проблемы проливают свет на реалии разрушения и преобладавшие падения сознания, что в течение долгого времени служило причиной затухания 8 миллиардов творений, подобных Земле. Записи, собранные из вымерших творений, проявлены в виде умерших голограмм. В третьем измерении существует 8 миллиардов умерших голограмм от согласованных реальностей, таких как Земля, пришедших к вымиранию. Великое Центральное Солнце считает, что многие из текущих проблем гуманоидной цивилизации Плеяд связаны с произошедшими на Земле малоизвестными случаями, имевшими место с небольшой группой представителей их цивилизации, известных как Аннануки. Поскольку эти записи являются коллективными, для Плеяд имеется благоприятная возможность прийти к осознанию того, что они на себя навлекли, выбирая высвобождение и прощение этому. Только таким образом все можно преодолеть. Великое Центральное Солнце делает доступными записи Земли для каждого творения, реализовывающего в нем такую же цель. Мы постарались описать то, как мыслеформа искажения была привнесена в вашу Солнечную систему и на вашу планету. Мыслеформа искажения. Архетип Аполлон – бог коммуникации. Стереотип – искажение, ложь, обман, заблуждение, запутывание, извращение, фальсификация, подлог, слухи, клевета, фальшь, дезориентация, дезинформация, пустословие, махинации, жульничество, фейки, мифы древних богов, интриги, сплетни, реклама, пиар, хвастовство, тщеславие. Аполлон был сводным братом Зевса, вследствие еще одного брака его матери. Аполлон женился на Гере и привез ее на Землю. Поскольку Гера была плеядианкой, она приняла свою роль как одну из Ану. Аполлон продолжал оставаться семейным советником, старающимся урегулировать споры и конфликты между всеми сторонами. Аполлон также был известен своими речами, специально написанными для цивилизации рабов. Отсюда его роль как бога коммуникации для рабов. Аполлон и Гера удалились на Плеяды, оставив Землю после 8000 лет пребывания на ней. После написания мемуаров оба выбрали эвтаназию, и таким образом закончили свои жизни. Аполлон-2 и Гера-2 продолжили жить как брат и сестра. Аполлон-2, так же как и его отец, был одаренным в способах передачи информации и коммуникационных системах. Аполлон-2 никогда не состоял в браке и не имел потомства, закончив свою жизнь эвтаназией в возрасте 4600 лет. Люди, выражающие сегодня данный архетип Аполлона, вовлечены в самые разнообразные системы взаимодействий, обмена и коммуникаций, существующие в человеческой технологии. Современная система коммуникации включает в себя все виды массовой информации: журналистика, книги, пропаганда, агитация, массовое оповещение, реклама, публикации, маркетинг, пиар,
внедрение и раскручивание идей и образов, популяризация, имиджмейкинг, звуковые, визуальные, телекоммуникационные системы, такие как телевидение, радио, телефония, интернет, системы мгновенного обмена сообщениями, мессенджеры, с функциями обмена текстом, голосовыми и видеосообщениями, образами, стикерами и фотографиями, файлами различных форматов. Современные компьютерные интернет-технологии расширили возможности контроля и манипуляции массовым сознанием посредством инверсии и искажений. Именно такая мыслеформа создает соответствующую биологическую систему, с очень ограниченной и короткой продолжительностью жизни, при которой из-за болезни часто испытывается крайняя степень физической боли и страданий. Мыслеформа искажения, лжи, инверсий стала одним из базовых элементов тех фундаментальных понятий, на основе которых строятся современные принципы коммуникации человеческого общества. Все эти виды коммуникации сегодня представлены в масштабном сетевом формате глобальной паутины контроля и манипулирования массовым сознанием человечества. Мыслеформы лжи, инверсии, искажают информационные и энергетические потоки таким образом, что параметры пространств, полей, структур и ДНК кардинально изменяются, вплоть до противоположности. При этом, чье-либо намерение вознестись превращается в стремление умереть, из-за того, каким образом данное сообщение получено Солнечной системой и возвращено назад на физический план. Почему некое существо хочет исказить сообщение? Искажение, изменение порядка или замена одного другим, инверсия, с целью сокрытия истины или создания тайны, таинства. Отсутствие истины есть результат искажения каналов сообщения. Сообщение или мыслеформа была направлена от истины к неистине. А неистина манипулирует, обманывает, отрицает, соблазняет, нарушает, наводит мрак, омрачение, туман, пелену, противопоставляет, с целью войн и конфликтов. Анануки были искусными манипуляторами. Перекручивая сообщение, можно сказать одно, а подразумевать другое, тем самым вводя другого в заблуждение, обман. Будучи обманутым, введенным в заблуждение, что-либо отдают, взамен не получая ничего. Обманутым, введенным в заблуждение, можно манипулировать, управлять так, как захочется, в своих интересах или интересах группы. Люди, будучи введенные в искажение, находятся в состоянии разделенности, разлада, несогласованности, конфликтов, войн и одиночества. Аполлон прибыл на Землю с целью помочь семейству создать систему коммуникации и поток энергии, необходимый для того, чтобы обеспечивать долгую жизнь плеядианским формам, прибывающим на Землю. Земля обладала существенно другим энергетическим потоком, чем тот, что существовал в их родной системе, наряду с желто-оранжевым Солнцем вашей планетарной системы. Совместно с группой приглашенных плеядианских архитекторов, Аполлон внес искажающие изменения в архитектуре построения 1900 сириусианских пирамид на поверхности Земли и 100 пирамид во внутренней Земле, для того, чтобы задействовать электрический поток для его перенаправления к Земле с Ориона и Альфы Центавра. Электрический поток пирамид Ану поддерживал ананукам жизнь, однако при этом действовал разрушающе на всю остальную жизнь на Земле, включая людей красных народов. Когда-то электрический поток имел дальнюю протяженность в пространстве, и коммуникация между Землей и их домом была жизнеспособной, благодаря телекоммуникационным системам или искусственным спутникам, стратегически размещенным между вашей Солнечной системой и Плеядами, через определенное число световых лет.
Эффекты, производимые развитой эфирной технологией, позволяли им практически мгновенно регистрировать сигнал. Нибиру, когда-то существовавшая в вашей Солнечной системе планета, была перемещена к Плеядам из-за Аполлона и коммерческой сделки между Зевсом и плеядианскими советниками. Одно из устройств коммуникации между Землей и Плеядами удерживает первоначальную орбиту Нибиру в вашей Солнечной системе по сей день. Нибиру – это умирающая безжизненная планета, в настоящее время покинутая подобно Марсу. Марс был доставлен в вашу Солнечную систему из другого творения при участии сириусианских ученых, точно так же как Нибиру была перемещена в Плеяды. Обе планеты умирают, так как имеют несовместимую генетическую структуру с той Солнечной системой, в которую каждую из них переместили. Марс был транспортирован в вашу Солнечную систему из звездной системы другого творения, известного как Альфа Центавра, имеющего под собой кремниевую основу. Марс стал угасать уже после того, как его доставили в вашу Солнечную систему с помощью космического корабля, который использовал технологию тянущего луча. Полное угасание Марса заняло 18 тысяч лет. Каждая планета вашей солярной системы, за исключением Марса, является восходящей. Марс – планета, привнесенная когда-то в вашу Солнечную систему посредством технологии Плеяд, и по природе имеющая в себе кремниевую основу. Марс не может вознестись в вашем творении, и может воспламениться после входа в фотонный пояс. Какое-то время Ану благоденствовали под поверхностью Марса, так как в действительности он сильнее резонировал с их ДНК, которая также имела кремниевую основу. Однако эта планета шла на угасание, и поэтому, в конечном счете, Ану переместились на Землю. Марс умирал, и они оказались не в силах заставить изменения пойти каким-либо иным образом, кроме как позволить Марсу переходить в углерод, который лежит в основе Солнечной системы, и был нерезонансным для него. Именно отсутствие резонанса, в конце концов, вызывает вымирание, и Марс этому наглядный пример. Можно утверждать, что Аполлон, почти так же как древние сириусианские ученые, создал себе обширную карму из-за манипуляций с планетарными потоками и элементами Солнечной системы. В то время, когда Ану только прибыли в вашу Солнечную систему, жизнь на Марсе все еще присутствовала, но уже полностью удалилась с поверхности планеты. Фактически, Марс стал мертвой планетой в первой четверти прошлого тысячелетия. В сущности, голографический характер и структура ДНК Нанук были радиоактивными по природе. По причине межродового скрещивания семейства Ану с электрическим видом, в их ДНК имелась как радиоактивная плеядианская, так и электрическая рептилоидная составляющая. Клетки Нанук предназначались собирать и вмещать радиоактивную жизненную силу. Плеядианское Солнце не только в основном радиоактивно, но имеет голубовато-зеленый цвет, весьма отличающийся от излучений солярного Солнца Земли. К тому же кровь плеядианцев имела голубой цвет, заставлявшая их бледную кожу обладать бирюзовым отблеском. Голубая кровь радиоактивна и предназначена собирать радиацию из атмосферы, чтобы поддерживать жизнь, связанную с такой генетикой. Отсюда связь с выражением «голубая кровь», подразумевающим аристократическое происхождение. Плеядианская гуманоидная кожа и организм предназначались процветать в радиации. Красная отобранная раса предназначалась процветать в магнитной энергии. Отобранная Сириусом красная раса по природе была магнитной, с коричневым, ближе к медовому, бронзовому цвету кожи. Клеточная структура и красная кровь, которую они имели, была предназначена для сбора магнитной жизненной силы.
Ваше солярное солнце изначально являлось магнитным по природе, до того как группа пятимерных плеядианцев, задолго до заселения красной расы, не произвела в нем изменения энергетического потока, весьма подобно нанокам, изменившим поток энергии Земли и задействовавшим электрическую священную геометрию. Таким образом, ваше солярное солнце начало функционировать в радиоактивной священной геометрии задолго до прибытия человечества на Землю. По солнечным записям, эта манипуляция произошла приблизительно 72 миллиона человеческих лет назад. По движению энергии, электричество стоит на октаву ниже радиации. Солнце возносится подобно Земле и реализует высвобождение своей кармы с плеядами, устраняя чуждую радиоактивную священную геометрию один пласт за другим. Поэтому выходящая из Солнца радиация уже становится убывающей, и в одно прекрасное время ее не станет вообще. В то время как Солнечная система и планета Земля все более и более проникались электричеством, красная магнитная раса начинала стареть и умирать. Это произошло между 168 тысяч и 152 тысяч человеческих лет назад, когда плеядианские и орионские ученые осуществляли перестройку энергетики Земли с целью сделать ее пригодной к проживанию их расы, без согласования с другими расами и видами на Земле. Это приводило к старению всех биологических видов, так как в движении энергии радиация была слишком интенсивной или быстрой, чтобы поддерживать жизнь на Земле. Она создает эффект сжигания клеточной структуры, заставляя клетки распадаться и стареть, кожу становиться дряблой, пигментированной и морщинистой, а волосам блекнуть в цвете и проявлять седину и так далее. Недавно раскрытые записи показали, что признаки старения появились в красной расе приблизительно 168 тысяч человеческих лет назад, а их жизни пошли на убыль, уменьшаясь в жизненном отрезке с 2000 до 800 лет за время 72 тысячелетнего господства Нанук, по человеческому летоисчислению. Существует много причин старения, но изменение вашего планетарного и солнечного потока энергии было первым, способствующим этому фактором. Различия между плеядианской и сириусианской расами можно также ясно наблюдать в окружающем их формы потоке энергии. Нануки обладали прямолинейным энергетическим потоком, по своим очертаниям сейчас известным как движение Меркабы. Раса сириусианцев обладала энергетическим потоком, который был круговым и по своим очертаниям напоминал фигуру восьмерки. Вращательная энергия, что по форме напоминает восьмерку, огибает и обволакивает собой других без проникновения и разрезания поля другого. Очертания Меркабы, подобно сюрикену, сплошь в резких углах и границах, который врезается и проникает во вращательное округлое движение энергии. Взаимодействие между нануками и красной расой служили причиной вымирания красной расы, особенно всякий раз, когда племя проживало в слишком близком соседстве с нануками и горой Олимп. Такие племена находились под сильным воздействием, и по прибытии нанук умирали в массовом количестве, практически становясь вымирающими. Это было прямым результатом того обстоятельства, что их энергетическое поле разрезалось и разрушалось самим присутствием нанук. Следует сообщить, что массовое программирование транслировалось с пирамид Олимп, вплоть до недавнего времени. Это вещание было подобно телестанции и обладало двумя уровнями распространения записей и информации. Когда с горы Олимп, являвшейся некогда регионом господства на земле Нанук, удалили все, что с нее вещалось, трансляция мыслеформ для механизированных душ остановилась. Такие мыслеформы представляют собой программы, в оболочке которых вещается сообщение любви и света на одном языке, и одновременно с этим, в своем ядре, на другом.
скрытом языке, вещается разрушение, ненависть и другие ненавистнические коды и сообщения. Этот самый другой язык – это подсознательный невербальный язык, и потому столь тяжело распознаваем многими посвященными. Именно этот подсознательный язык со временем перешел на клеточный уровень, становясь ведущим не только к войнам, но и к болезням в рамках человеческого бытия. Именно к этой мысли-форме должны обращаться все и посвященные, и высвобождать ее, тем самым осуществляя восхождение из болезни, а не в болезнь. Такая мыслеформа берет начало от ложных богов. И когда возносящиеся посвященные воплощают язык света, радиоактивное и электрическое программирование, и их механизмы, уничтожаются, ибо как мыслеформа, таковые не способны оставаться станами творения, в основе которых стоит единство. Таким образом, вследствие перестройки энергетической биосферы Земли плеядианскими и орионскими учеными, на ней проявились электрические и радиоактивные элементы. Такие элементы конкурировали с магнитными, что изначально присутствовали в вашем творении. Что происходит, когда внутри клеточной структуры смешиваются две энергетических сигнатуры, такие как радиоактивно-электрическая и магнитная? Радиоактивная электрическая энергия распространяется с более высокой интенсивностью, чем магнитная. Внутри одной и той же формы, клетки, связанные с нануками, требовали большего количества энергии, чем клетки от красной отобранной расы. Внутри формы возникал дисбаланс, поскольку одни клетки получали недостаточно энергии, тогда как другие получали ее в излишне большом количестве. Клетки, испытывавшие недостаток, распадались более быстро, а клетки, получающие излишне много, сжигались, также испытывая быстрый распад. Люди с голограммой, половина на половину, имели самую короткую продолжительность жизни из всех возможных жизненных сроков тех времен, когда они были впервые задуманы, в оригинальном происхождении, живя менее 350 лет. Такая продолжительность жизни была еще ниже, чем у выведенной в лаборатории расы рабов. Люди с такой генетикой быстро старились, и к 100 годам имели признаки седых волос и сморщенной кожи. Основываясь на генетических записях, открываемых к настоящему времени, смешивание сириусианской и плеядианской ДНК также создавало первые известные заболевания в человеческой форме. Такие болезни включали в себя формы онкологии, иммунодефицитов, туберкулеза. Все причины подобных болезней сейчас прослеживаются к половинчатому голографическому происхождению и смешиванию сириусианской и плеядианской ДНК. Плеядианские ученые, выращивавшие в лабораториях рабов, использовали для создания их форм электрические элементы. Какую роль играют в форме элементы? Элементы позволяют клеточной структуре, в отведенное время и место в пространстве, становиться физической, чтобы существовать в третьем измерении. Для создания формы необходимы все 4 элемента. Элемент Земли удерживает плотность формы, элемент воздуха вдыхает жизнь в форму, элемент воды обеспечивает в форме состояние гибкости, а элемент огня предоставляет жизненную силу, чтобы развиваться. Если удалить хотя бы один элемент, как, например, огонь, то старение, болезнь и смерть последует как неизбежность. Именно так был удален огонь из человечества, а не так, как это описывается в мифах Древней Греции. После того, как анануки самоупразднились, ложное вмешательство обратило взор на расу рабов, и посредством электрических элементов начало изымать огонь у них. Такие тоны творения, как сострадание, любовь, прощение, единство и божественный союз, вместе с элементом огня, были изъяты из человеческих реалий рабов. Так,
По отношению друг к другу, раса рабов перешла от мирной цивилизации к ненавистнической и воинственной. Они изменили отношение к своим красным соседям, обратившись на них с гневом и жестокостью. Красные народы, которые не были лишены тонов любви подобным образом, и потому помнящая любовь, никак не могли понять исходящих из ненависти действий по отношению к ним от соседей рабов, белой человеческой расы. Красная раса не осознавала этого, подобно нанукам, не осознававшим намерений Мердука. С недостатком понимания, красная раса не могла увидеть назревающее в будущем уничтожение. В дальнейшем, испытывая ненависть, раса белых рабов вновь и вновь уничтожала красную расу на протяжении всей истории. А в дальнейшем, по прошествии времени, и подобно нанукам, раса рабов обратилась против себя самой. Нации и народности, происходившие от рабов, шли войной друг на друга. Каждый подъем цивилизации рабов, в своей кульминационной точке, переходил в войну. Все это имело место множество раз, что обусловлено удалением ложным вмешательством элементов огня и тонов творения любви через расу белых рабов. Это явление повторяется неоднократно в вашей человеческой истории. Возможно, вы имеете представление о ситуациях за последние десятилетия, возникавших в связи с тем, что руководство Запада все более и более проявляло агрессивность и жестокость по отношению к руководству Востока. Люди с двумя цепочками, через генетические соглашения, непрерывно продолжали лишать огня и любви всех вокруг. Постепенно, из-за переплетения каналов сообщений, мыслеформа самой Земли подверглась манипуляции, поскольку когда это явление было зарегистрировано среди людей, вскоре его субъектом стала и Земля. Таким образом был искажен магнитный язык, распространенный до прихода нанук. Он был вплетен в свое противоположное значение, породив полярность. Как только мыслеформа была искажена, то есть стала полярной, то же произошло и с биологией. В конечном итоге это привело к явлению старения, болезни и смерти, как биологического феномена для всех видов на Земле. Когда-то давно, электрическая составляющая отсутствовала в напряженности гравитационного поля. Гравитация являла собой слабое магнитное диффузионное давление эфира с космоса и Солнечной системы, к которой принадлежит Земля. Слабое давление эфира позволяло существовать на земном плане формам много большего размера. Некогда покрытые шерстью мамонты достигали 55 метров в высоту. Птицы с большими крыльями, достигающими 25 метров в размахе, парили в небесах. Олени и медведи в 8 раз больше, чем их сегодняшняя форма, скитались по лесам. Форма не обладала большим весом, ибо гравитация не оказывала столь сильного давления, как в наши дни. Напряженность была вызвана иной формой магнетизма, поддержанного в движении солнечными, всемирными и космическими силами, что прессовали вес к Земле своей мыслеформой, а Земля удерживала схожую мыслеформу, чтобы принимать такой прижимающий натиск. Люди, при их первоначальном отборе на Землю, достигали 3 метров в высоту. Когда нануки задействовали электрическую священную геометрию, новая форма магнетизма стала не единственной составляющей, что инициировало намного большую напряженность, чем было известно до этого. Электрическая священная геометрия послужила причиной создания большого напряжения или давления на все существовавшие на Земле виды, которые со временем дали компенсацию, создавая в утробе все более мелкие формы в поступающих будущих поколениях. По прошествии некоторого времени, люди выродились с 3 метров до почти половины этого размера.
Искажение потоков мужского и женского начал в человеческой форме ныне привело к распространенному гомосексуальному выражению отношений между людьми. Нам известно, по крайней мере, о 2 инцидентах, когда ядерные войны вызвали утрату сознания человеческим видом. Один из них произошел в 1945-м, когда аналогично Нанук, Соединенными Штатами Америки, были применены 2 атомные бомбы на Хиросиму и Нагасаки. Атомные разрушения привели к тому, что западно-белая и восточная японская расы отсоединились от Матери Земли и стали незаземленными. Эта карма привела к искажению полярности мужской и женской энергетической сигнатуры у белой и японской расы. Мы имеем в виду, что после Хиросимы и Нагасаки большинство мужчин белой и японской расы начали пропускать женскую энергию, а женщины – мужскую. Это привело к многим социальным переменам, связанным с изменением сексуальной ориентации. В результате пропускания через форму энергии, не соответствующей по сигнатуре полу, возникает состояние незаземленности. Когда человек пропускает несоответствующую его полу энергию, связь с Матерью Землей поддерживать невозможно. Причина этого связана со смещением полярности. Пропускание несоответствующей полу энергетической сигнатуры заставляет двигаться энергию вверх, а не вниз, к центру Земли. Мы хотели бы привлечь ваше внимание еще к 2 ядерным инцидентам в человеческой истории, которые способствовали искажению энергетических сигнатур полов. У всех людей есть генетические связи с Атлантидой, а ядерная война, которая произошла на закате их цивилизации, имела аналогичные последствия для мужской и женской формы. Кроме того, наиболее мощные атомные бомбы были сброшены в конце правления Маха-Вишну, война Нанук между собой, когда цивилизация становилась все более и более рассогласованной и воинственной. В настоящее время человечеству необходимо сосредотачиваться на уравновешивании мужского и женского потока энергии. Это должно аннигилировать дальнейшую деградацию мужского и женского начал, а также подготовить человечество к возгоранию в сердечной чакре, пламени Божественного Союза. Немаловажным фактом искажения человеческой ДНК является то, что в эпоху Маха-Вишну, Будда и Шива создали соглашение о межродовом скрещивании их коренных рас с рептилоидными расами Альфа и Центавра. Они сделали это в обмен на информацию, которая была ими утрачена в последнем Вознесении. В этой сделке людям предоставлялись технологии, подобные технологии Ману, которые были утрачены. Рептилии интенсивно скрещивались с некоторыми красными племенами, и в частности, с монгольскими и тибетскими народами. Результирующими стали китайская и японская расы, какими вы знаете их в настоящее время. Азиатский народ – это потомки рептилий и людей красных народов, главным образом тибетского и монгольского происхождения, которые скрестились. Данное историческое событие ясно раскрылось в ходе восхождения небольшого количества людей к уровню Маха-Вишну, которые имеют тибетскую и монгольскую наследственность коренной расы. Рептилии интенсивно шли на смешение с человечеством, и главным образом в регионах, известных сегодня как Китай, Япония, Корея и Тибет. Межродовое скрещивание привело к тем видам людей, которые известны сегодня как китайские, тайские, японско-корейские и филиппинские народы. Все были когда-то родственны, но затем смешались с 4 различными ДНК от 4 рас рептилий, производящие различный тип азиатского человека. Большая часть азиатской расы удерживает рептильную ДНК, тогда как многие люди белого происхождения удерживают ДНК серых. Рептилии стремились выяснить, какое потомство лучше всего уживется в биосфере Земли на случай, если когда-нибудь им придется сюда переместиться.
В действительности, уцелели все и продолжили существование, но зачастую пребывая в конфликте друг с другом, или с белыми народами Запада. Электрическая рептильная ДНК вынесла еще большее разрушение в ДНК человека, приведя к еще большему искажению во всех областях человеческой жизни. Жесткое, негибкое мышление некоторых восточных народов в большей степени есть результат рептильной мыслеформы, которая электрическая, и мало чем отличается от плеядианской радиоактивной мыслеформы, которая управляет западным и белым человечеством. Рептильная электрическая мыслеформа создает жесткий настрой и направленность энергетического потока, который ограничивает человеческую форму в сильной сжимающей в тиски механизации. Механизация заставляет большую часть жизненной энергии, которую генерируют перечисленные азиатские народы, транспортироваться в Альфу Центавра, чтобы за счет нее поддерживать рептилий. Так, в современной человеческой цивилизации рабов появилась соответствующая электрическая, радиоактивная и атомная технология, техническая и теоретическая база, и началось конструирование устройств, аналогичных современной технологии, включая телевизоры, компьютеры, средства информации, радио, автомобили, телефоны. Подобная технология использовалась во времена эры Нанук, но далеко не всеми. В те времена, когда нануки еще присутствовали на Земле, такую аппаратуру предоставляли только рабам, которые выделились и заработали большую популярность. Такие условия приводили остальных рабов в большую зависть к известности и порождали желание обрести подобную технологию для себя. В течение эры Маха-Вишну и далее, вплоть до настоящего момента, данная греза рабов была реализована. Результаты электрических технологий стали доступны всем, кто мог себе их позволить. Присутствие в человеческой ДНК электрических и радиоактивных сигнатур, относящихся к чужим творениям, послужило фактором искажения ДНК в форме двух свернутых нитей. Причиной такого искажения являются многочисленные манипуляции с человеческой ДНК, в результате которых сформировалось множество шрамовых тканей. Электрическое и радиоактивное выжигание магнитных клеток, а также изъятие генетического материала, необходимого для вознесения, привело к образованию множества шрамовых тканей. Шрамовые ткани образуются в местах таких изъятий. После того, как в процессе таких разрушительных действий ткань ДНК изымалась, разрушалась, зарубцовывалась, ДНК искажалась, сворачиваясь в спираль, последующие поколения стали рождаться со шрамовой тканью в тех областях тела, которые уже не вмещали в себя необходимой информации, позволявшей возноситься и создавать здоровые кристаллические клетки. Со временем, шрамовая ткань вызывала старение и уничтожение формы. Карма от неполного вознесения и произошедших сгораний физически развернулась в атомной гонке вооружений с целью ядерного уничтожения. Сегодня есть посвященные, пытающиеся восходить с плеядианской и рептильной ДНК, электрической или радиоактивной священной геометрией, а не восходящие в единственную магнитную систему. Необходимо через сознательно выраженное намерение создать исключительно магнитную клеточную структуру, потому что частично радиоактивная или электрическая клеточная структура будет способствовать возникновению онкологических заболеваний. Поэтому мы ведем посвященных к возможности стать знающим, в какую генетику каждый восходит, и обеспечивать свое вхождение в магнитную ДНК, чтобы такая генетика отбиралась исключительно из красных родословных, и была на 100% магнитная. Иначе есть большая вероятность вознестись в болезнь. Если у возносящегося нет красных родословных, он, скорее всего,
вознесется к смерти, поскольку радиоактивная ДНК в это историческое время приведет к раковой опухоли. Возлюбленные, руководители метафизического движения, все еще обучающие активации Меркабы, ведут своих последователей к ранней смерти, чего сами они не осознают. Существует столь незначительная коммуникация между людьми и Матерью Землей, что большинство не могут принять, услышать об истинном положении вещей. Почему? Много званных, но мало пришедших, потому что находятся в состоянии искажения истины, ложных достижений, и воспринимают вознесение не как непрерывную, внутреннюю работу, а как развлечение. Информационное пространство изобилует множеством откровений сил тьмы, и это привлекает многих, и еще больше вводит в искажение. Силы тьмы, что окружают человеческий вид, не знают чего-либо большего. Им известен только электрический, радиоактивный поток энергии, поскольку берут свое начало в основном с Плеяд, Андромеды, Ориона, Альфа Центавра, и в таких существах также имеется потребность восходить. Однако возноситься они должны в другом творении, радиоактивном или электрическом, но не в том, которое магнитное по своему происхождению. Ваше средство рекламы и массовой информации заставляет настроенных на нее купить предлагаемый товар, который в действительности не представляет собой то, что публицируется. Чаще всего правда преподносится как кем-то уже частично съеденный пирог, перемешанный с ложью. Основанная на единстве мыслеформа будет выражаться целостно, без утаивания, и только то, что может удовлетворить, и это будет строиться на истине, а не на отсутствии таковой. Сегодня то, что вы считаете необходимым делать на физическом плане, редко служит Матери Земле и выбору вознесения. Подобная деятельность часто носит характер удовлетворения эго и самообслуживания, а не мировому служению Земле в качестве стража. Человечество было привнесено на Землю для поддержания осуществления ее вознесения. Любая деятельность, не поддерживающая вознесение, не соответствует тому, для чего в давние времена, прежде всего, человек пришел на Землю. Из великих мастеров, духовной элиты красного народа, также нашлись немногие, кто постепенно склонился к смешанному браку. Поэтому искажение имело место во всех межродовых скрещиваниях. Как осознается сейчас, именно это искажение явилось причиной первого неполного вознесения отобранной красной расы около 48 тысяч лет назад. Неполное вознесение оставляет часть кармы и связанной с ней мыслеформы неотработанными. Поскольку карма и мыслеформы шли неотработанными, духовная элита и отобранная красная раса все более и более падали в искажение. Став достаточно большим, искажение привлекло семейство плеядианцев, которое также пребывало в искажении, ибо подобное привлекает подобное. Что являлось причиной подобной искаженности в данном семействе плеядианцев? Подобной незаботливости и безответственности с их стороны. Подобной самоистребляемости. Анануки являли собой искажения, обусловленные межродовым скрещиванием их семейной родословной с генетическим материалом другой родословной, электрической по природе, происходящей с Альфа Центавра. Поэтому с течением времени семейство Ананук стало наполовину электрическим, наполовину радиоактивным по своей природе. Интересно обратить внимание, что полномочия Плеяд постановили отправить Ананук на Землю, вынося данное решение в качестве способа их отстранения, удаления с Плеяд. Диссонанс семейства Ананук создавал затруднения в общем энергетическом потоке плеядианцев, поэтому для устранения причины диссонанса, иерархия Плеяд
поручила нанукам работу над небольшим проектом, вдали от дома. Однако, в конечном счете, это не решило их проблему, поскольку Плеяды унаследовали всю карму, которую породили на Земле их сородичи. Карма предполагает только повторение себя, а кроме того, за последние столетия Плеяды, подобно нанукам, также стали полуэлектрическими полурадиоактивными. Карма голографична. Карма целиком распространяется на генетических потомков, на всех, кто несет в себе часть соответствующего происхождения. Вера в то, что можно кому-то и куда-то еще передать свои реалии, даже если они дисгармоничны, и быть при этом навсегда избавленным от них, и никаким образом больше не испытать их последствий, это величайшая ложь, искажение истины. Человеческая генетика является голографической, и вся карма неизбежно переходит к будущим поколениям. В грядущем десятилетнем цикле электрическая составляющая гравитации будет постепенно сведена на нет. Новый магнетизм, который сполна заякорится, полностью охватит все, заставляя всякую форму становиться менее плотной. Данное изменение будет постепенным и произойдет относительно медленно, оказывая помощь Земле и каждому существующему на ней виду в просветлении, или другими словами, восхождении. Такие виды, как серые, андромедианцы и рептилии, также могут начать устранять распад путем изменения своей генетики, полностью освобождая ее от магнитного энергетического потока. Вот почему между видами идет обмен информацией, и так много существ из многочисленных измерений присутствует сейчас на Земле для наблюдения. Ваше решение, возможно, подскажет им, как решить собственную похожую дилемму. Канал магнитного сообщения чистый и прямой. Ничто не скрыто, не существует тайн, поскольку нет иной цели, кроме единства. Единство функционирует в парадигме ясных и простых требований сотрудничества, обмена знаниями со всеми, совместного труда на благо целого и поддержки общей цели. Пятой мыслеформе вознесутся Земля и человечество. Подобная мыслеформа создаст цивилизацию, в корне отличающуюся от ныне существующей, поскольку современная цивилизация строится на информации, которая манипулирует. Электрические существа, распространенные на плане Земли, сделали особый вызов вам, как возносящимся существам. Электрическое программирование и использование электричества для обрезания связи между телом и душой – вот две главные стоящие перед вами проблемы. К тому же избавление от имеющейся электрической природы, чтобы стать исключительно магнитным, представляет собой еще один вызов. В настоящее время, для того, чтобы стать исключительно магнитным, требуется вместить состояние бодхисаттвы. Постоянное стремление удалить из своего поля все электрические устройства, независимо от вашего вибрационного состояния, это непременные условия для полного очищения вашей формы. Выясните, не являетесь ли вы передающей станцией для электрических программ, и не имеете ли бессознательные, самовоспроизводящиеся стереотипы. В своей генетике подобные стереотипы найдут многие. Все это можно убрать с помощью периодически выражаемого намерения. Периодически проверяйте, все ли такие стереотипы трансмутированы. Разрыв сообщения между телом и душой является изначальным условием для манипулирования. Есть люди, способные использовать в этих целях электричество. Если вы заметите, что это случилось с вами, очистите свою карму с этим человеком, уберите стереотипы, позволившие разорвать связь, и восстановите ее. Вы обнаружите, что подобное вмешательство происходит, когда вам нужно кому-то передать сообщение, которое на каком-то уровне тот не хочет слышать.
Находясь в процессе очищения своего существа от электрической природы, вы обнаружите, что таковая в других будет вас меньше беспокоить. Насколько вы сможете убрать электрические, радиоактивные, разрушительные мыслеформы, настолько же вы становитесь невосприимчивым к таким вещам. Такой иммунитет возможен, когда вы удалили механизм, посредством которого электричество может нести разрушение. Мы призываем всех возносящихся выйти за рамки любых искажений, отстраниться от потребительства внешних источников энергии и информации, преодолеть все внутренние искажения, и прийти к собственной внутренней истине, а далее – к истине единства. Мы призываем возносящихся выйти за рамки потребления средств массовой информации, особенно интернет-ресурсов, не способствующих вашему вознесению. Вы освободите вашу собственную мыслеформу искажения, и трансформируйте страх, лежащий в основе данного искажения истины. Вы освободите все ваши тайны из темных уголков вашего бессознательного, и пусть они предстанут перед вашим собственным внутренним взором. Примите их в сострадании, любви, без всяких условностей и условий. Отбросьте все навязанные вам концепции социального ума, социума, и примите свою тьму как часть самого себя. Будьте искренни, открыты и честны перед самим собой. Это важно для вашего вознесения. Станьте наблюдателем своего собственного света и своей собственной тьмы. Станьте присутствующим здесь и сейчас в полноте, единоцелостности и великолепия всего своего существа. Старайтесь не заниматься пустословием, не встревайте в обсуждение событий, если не можете на них повлиять. Будьте сбалансированы и точны в своих словах, по форме и содержанию. Следуйте туда, где ваша истина. Благодарим и благословляем ваш путь.